Итак, мы продолжаем наш курс, и я вынужден записывать дополнение, потому что возникают вопросы и непонимания. Ну, эти непонимания, они возникали и у меня, и мне самому нужны эти дополнения. И мы сейчас поговорим немножко об укорочении, то есть внесем ясность, что такое укорочение, потому что термин укорочение мышц, он тоже оказался не совсем точный. Точнее, он точный, правильный, но не совсем отражает суть происходящего. Более точное определение это будет неспособность к удлинению мышцы или потеря способности удлиняться мышцы. Но это очень длинное название, поэтому укорочение более удобно говорить. Однако вот надо пояснять, что это значит. Ну и так, мы говорили о том, что мы ищем укороченные мышцы, что осанка определяется длиной мышцы, потому что от длины зависит сила упругости и будет положение костей определяться длиной мышцы. Ну давайте я буду зарисовывать это. Ну вот у нас есть, например, таз, и здесь у нас есть баланс, да? Баланс длины, то есть одинаковая длина мышц, и таз находится в таком положении. Если длина, допустим, с одной стороны уменьшилась, да, а с другой, соответственно, увеличилась, то у нас происходит изменение положения костей. Вот. Я назвал вот это укорочением, потому что эта мышца становится короче, да? А это, наоборот, удлиняется. Ну, это вроде бы понятно, но какие возникают сложности здесь, и я вижу это по ученикам и по вопросам, это когда люди начинают опираться на мышечные тесты. То есть вот мышечный тест, он запутывает. Он запутывает и не дает возможности найти правильно первопричину. Потому что когда суть мышечного теста заключается в чем? Что вы просто ставите мышцу в растянутое положение и смотрите, легко она растягивается или нет. Ну, например, вот я поднимаю руки, да, допустим. Видите, они назад не идут у меня, да? Ага, значит, мышца не может растянуться, значит, она укорочена. Но я буду говорить всегда укорочение, но надо подразумевать именно потерю способности увеличивать длину. И это очень-очень разные вещи. Почему? Потому что мышца может терять эту способность в разном состоянии своей длины. Давайте я это попробую продемонстрировать. Это такой тонкий, важный момент, без которого у вас будет запутанность. И я хочу на этом заострить ваше внимание. Это очень-очень важно. Смотрите, допустим, у мышцы есть вот такая длина, допустим, и вот такая длина. Так вот, она может потерять вот эту способность к удлинению вот в этом состоянии, допустим, дальше все, не удлиняется. А может вот в этом. То есть, что это означает? Это означает, что вот здесь она спокойно туда-сюда двигается, но в рамках вот этой только длины. Она ограничена вот этой длиной. До вот этой длины она спокойно удлиняется. Дальше все нет. А вот здесь внизу второй пример. Вот этот диапазон шире. Диапазон движений или правильнее назвать амплитуда движений. Да? Ну то есть, что это значит? То есть у одного человека рука вот до сюда разгибается, а дальше не идет. То есть вот в этом диапазоне может мышца растягиваться. А у другого вот в этом диапазоне мышца может растягиваться. То есть вот до сюда доходит, дальше не идет. А у третьего полный диапазон длины. То есть в двух из этих случаев продемонстрированных мы имеем потерю способности мышцы к удлинению. Но вот эта точка потери способности удлиняться, она находится в разных местах. То есть первый пример это вот здесь, а второй пример это вот здесь. Это точка, дальше которой мышца не может раздвинуться, не может растянуться.
Вот она дошла до сюда, а дальше не идет. Вот это я называю укорочением, да, но надо понимать, что это фактически это не укорочение, это потеря мышцы к удлинению, способность удлиниться. Я уже говорил о том, что это связано с экономией энергии. Это связано с экономией энергии. То есть, я повторюсь, что, например, если я ношу гантелю, сейчас я возьму, то есть я вам продемонстрирую это на примере гантелей и вообще как это происходит. Допустим, я ношу гантелю целый день вот так, да? Чтобы сэкономить топливо, мышца укоротилась. И теперь я ношу гантелю без расхода топлива, без расхода глюкозы, да, и не прилагая усилий. Но есть большой нюанс. То есть я же могу гантелю носить вот в таком положении, а могу вот в таком положении. И в чем же здесь будет разница? То есть если я ношу вот здесь гантелю, то у меня сохранится амплитуда вот ровно до этого места. Если же я гантелю ношу вот здесь, то амплитуда сохранится только вот здесь. Более узкий диапазон будет амплитуды. То есть потеря способности удлиняться будет именно в определенной точке. И это будет сильно отличаться от того, от простого какого-то банального укорочения. То есть, как бы это понятнее сказать, что вот это укорочение, оно может находиться в разной точке, да? Ну, я надеюсь, что я как-то это понятно объяснил, и я сейчас попробую это все продемонстрировать на примерах того, как люди ошибаются, когда делают тесты.